Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Трикотаж. С вами, как всегда, замечательные Ева, и Дина, которые вообще непонятно где находятся. Наша замечательная Анна, которая за кадром сейчас употребляет зефир. И я, любитель панини. Сегодня мы с вами поговорим о таком месте, которое называется Панини, итальянский гурме. Это место находится, как обычно, в категории New. В последнее время я сортирую в тейковые только по категории New, потому что у них меньше всего отзывов. И в надежде все-таки найти что-нибудь вкусное. Да, конечно, в прошлый раз гирос был довольно-таки вкусненьким и неплохим, но, скажем так, дорасти до идеала ему не суждено было. Вот. Сегодня мы посмотрим с вами на такую вещь, как панини. Что такое панини? Панини — это всякие итальянские сэндвичи, в основе которых в основном это чиабатта, внутри руккола, моцарелка, всякие песто, зеленушка и, конечно же, наша с вами любимая мортаделла, а также другие виды ветчины. В принципе, если мы с вами посмотрим на составы блюд, которые у них там есть, то составы довольно такие, я вам скажу, интересные. Здесь есть и мортаделла с фисташками, есть и песто из вяленых томатов, есть и мои любимые оливки калама. Это вот такие вот греческие фиолетовые оливки длинненькие, вот, они прям приятные. И оливковая паста, ну то есть прям вот разнообразие, все прям вот разнообразие. Еще у них довольно-таки интересные сайды к сэндвичам. Это оливки с анчоусом и огурцами, оливки и салат капрезе, что-то там еще. Вот козий сыр с виноградом. Ну, в общем, должно быть, по крайней мере, интересно. Цены, конечно, здесь уже, в принципе, итальянские. Мы как будто бы не в Болгарии, а находимся где-то на юге Италии. То есть за сэндвич, который весит примерно 450 грамм, с нас в среднем попросят 12 евро. Ну, самый дорогой это будет 500 грамм за 13 евро. Ну, то есть цены, конечно, как вы видите, довольно-таки большие. Поэтому спонсор сегодняшнего ролика, нет сегодня у ролика спонсора, а мог бы быть. Вы все равно не смотрите это видео, поэтому вряд ли кто-то до этого момента уже досмотрел, как и все предыдущие наши ролики. Вот. А тем 3 человекам, которые досмотрели до этого момента, спасибо за просмотр, и мы переходим к еде. И сегодня, не используя никакую магию монтажа, мы с вами переходим к еде. Вот такие вот 2 пакета к нам приехали. Здесь прикреплен чек. Почему-то цены на чеке выше, чем цены у меня выписанные, которые здесь. Окей. Почему-то у меня тут прям скидка чуть ли не 10 евро. Ладно. Хорошо. Не 10, стоп. Я все еще к этим ценам не могу привыкнуть. Это получается... Ну да, 10 евро практически мне скидка какая-то здесь. Хотя в тейковые цены указаны совершенно другие. Нам приехали 1 вилочка и 1 салфеточка. 1 вилочка и 1 салфеточка. Салфеточки. Ну, тоже нормально так вот нам приезжает. Все приезжает вот в таких вот коробочках. В принципе, выглядит довольно-таки как бы неплохо. В этом пакете больше ничего нас не ждет. Я так понимаю, каждому сэндвичу они кладут отдельно по вилки и салфетки. Да, я знаю, шуршит, но как мы по-другому с вами еще посмотрим. Эля, помахай лапкой в кадр. Вот. Так, салфетки мы откладываем. Ну, конечно, по виду я уже могу сказать, что сегодня мы с вами, скорее всего, в некоторых местах немножко погорим. А может и не погорим, я не знаю, но выглядит это, конечно, местами прям не так, как на фотографиях. Вот. И еще 1 пакет. Оп. И все. Вот такая вот комплектация к нам приехала. Вот такая вот небольшая пачечка салфеточек. 1, 2, 3, 4. Почему 4 вилки? 4 вилки на 5 сэндвичей. Ну, просчитался, ну, бывает. Кто собирал этот заказ. По поводу коробок. Самое интересное, что ничего у нас, опять же, не подписано, кроме 1 коробки. Почему-то на 1 коробке написано пиканте, на всех других коробках у нас ничего не написано. Почему? Ну, потому что пошел я нахрен, видимо, вот почему. Все, переходим к нашей первой позиции. Так, первая позиция, которую мы с вами посмотрим, называется Венециано Густо.
Здесь у нас идет чиабатта, песто, томат, песто из вяленых томатов и копченая скаморца, мортаделла с фисташками. Короче, вот. Сейчас это все надо пробовать на вкус. Как я это все нашел, что у нас к чему принадлежит, это просто потому, что я заказывал все позиции с разными гарнирами. Если бы у меня были все позиции с одинаковыми гарнирами, то тогда, конечно же, у меня были немного проблемы в определении блюда, потому что подписать чисто одну коробочку и не подписать другие, это да. Вот так вот это все выглядит в коробочке. Вот так вот непосредственно выглядит сэндвич. Зелень, я должен сказать, здесь положили так, как будто я заказывал сэндвич с зеленью, а не с ветчиной. Заявлено, что данный сэндвич должен весить у нас с вами 460 грамм. Ну, 460 грамм, я так подозреваю, что это за все. Давайте мы с вами сначала посмотрим. Извините, у меня чуть горло, поэтому я могу немножко сегодня звонить. Да, итак, вернемся к нашим взвешиваниям. Должен этот сэндвич весить у нас с вами 460 грамм. Сам непосредственно сэндвич весит у нас 390 грамм. Ну, конечно. И здесь к нему идет один огурец соленый, который даже не порезанный, и 2 шпажки с оливками. Я, конечно, сейчас все это взвешу. Вот так вот. Да, на удивление, вы знаете, 450 грамм, всего-то 10 грамм недовеса. Но, конечно, это с вот этими вот 6 оливками и огурцом. Возможно, конечно, они божественные и вкусные, но посмотрим. Сам же сэндвич, что он из себя представляет? Вот такие вот 2 разрезанных кусочка. Сейчас мы вот с вами один развернем, посмотрим, что у нас тут. Чиабатта выглядит, в принципе, свеженькой, прям приятненькая, промасленненькая. Вот. Оп, вот это мы выкидываем. Здесь внутри видно мортаделла с фисташками, прям вот хорошая такая мортаделка. Прям с большими кусками фисташек, я должен сказать. Прям вот выглядит это все замечательно. Вот сейчас вы видите, как это все выглядит внутри. Рукколы, конечно, и зелени здесь больше, чем мне хотелось бы. Но в остальном песто из вяленых томатов не особо видно. Но давайте пробовать, как это все у нас в совокупности. Вы знаете, изначально я был крайне скептически настроен к идее сэндвичей. Ну, в принципе, сейчас мы про это еще поговорим отдельно. Но это просто великолепно. Я думал, что здесь очень много зелени, что зелень будет перебивать весь вкус. Нет. Прекрасное, огромное количество ветчинки внутри, хамончик, сырочек, зелень, огурчик. Блин, люди запарились настолько, что они даже почистили, перед тем, как нарезать огурчик на слайсики, они почистили его от шкурки, что, в принципе, в наше время, казалось бы, должно быть обыденностью, но очень мало кто это делает. Но больше всего вот это вот сочетание вот этого сэндвича с вот этими вот оливками, с анчоусами. Просто оливки, это, наверное, одни из вкуснейших оливок, которые я ел за последний год. Я не знаю, где они их берут, и где они их... Если вы смотрите это видео после того, как я оставил вам ссылку на него в отзывах на Takeaway, пожалуйста, напишите мне, как называются эти оливки и где вы их берете, потому что это просто, наверное, одни из вкуснейших оливок, которые я ел в последнее время. Касательно самого сэндвича, прекрасная свежевыпеченная чиабатта. Ветчинка, зеленушка. Я не знаю, что нас ждет дальше, но начало прям хорошее. Следующая позиция, которую мы с вами посмотрим, называется Trio Elegante. Это сэндвич, точнее панини, который из себя представляет сочетание все той же ветчины с мортаделлы с фисташками, ветчины миланской, что-то там еще, паста из оливок каламат, нет, это просто здесь оливки, вот эти калама, которые я говорил, эти греческие, длинненькие, фиолетовенькие, опять же зелень, и в качестве сайд-диша мы получаем немного этого капрезе, да, салат капрезе. Наверное, салат капрезе это единственный салат в этой жизни, который я не понимаю вообще, потому что это просто нарезанная моцарелка, песто и помидоры. Ну, типа, я, как известно, любитель помидор. От меня не ждите похвалы этому салату. Помидоры буду есть не я. В принципе, и за кадром их вряд ли кто-то сегодня будет есть, потому что тут так получилось, скажем так.
559 грамм при заявленных 480 граммах. Даже если мы возьмем тару, то это перевес. Это как бы, ну, с другой стороны, здесь огромные куски помидор. Если мы их уберем, то сам сэндвич по себе будет весить 372 грамма. Ну, типа, понятное дело, что помидорами добить граммовки гораздо легче, чем всем остальным. Возьмем вот эту вот вторую половинку сэндвича. Бумажка чуть-чуть у нас размокла, но в принципе это хороший признак того, что внутри нас ждет нечто сочное. Потому что сама по себе, вы знаете, чиабатта это такая булка, которая, если ты ее ешь без ничего и там недостаточно соуса, то к концу этого поедания можно просто двинуть коней от того, насколько она сухая. Но если вот есть огромное количество соуса, ветчинки и зеленушки, я вам говорю, пахнет это все просто великолепно. Здесь на кухне раздается запах песто, вот этого свеженькой чиабатки. Да, ну все холодное, да, но я считаю, что в принципе панини и должно быть таким вот прохладненьким. Это такой сэндвич, который вы взяли, перекусили, перехватили и побежали дальше. К цене мы еще вернемся с вами. Вот этот сэндвич стоит 11,75, то есть практически 12 евро. Ну, попробуем, как он на вкус. Здесь уже, конечно, вкус не такой впечатляющий, как в первом сэндвиче. Да, это все по-прежнему вкусный же сэндвич. Здесь большое количество вот этой вот ветчинки с фисташками. Здесь большое количество вот этого вот салями, которая типа миланская. Такая вот мясная колбаска с большим количеством таких жировых прослоечек. Но проблема в том, что просто я не сильно фанат вот этой вот миланской салями, когда у нее есть такой вот, как это правильно сказать, ярко выраженный свиной вкус. Я даже не знаю, как вам это объяснить, но вот вы знаете, когда вы едите вот свиную салями, и вы знаете, что это свиная салями, или вот когда вы хамон едите, который уже немножко полежал, и у него вот этот вот жирочек становится слегка желтоватым, и вот он почему-то вот мне сразу отдает свининой. Я не знаю, как это передать, но если вы хотя бы раз это пробовали, вы поймете. Так вот, у этой салями есть ярко выраженный вот этот вкус старого хамоньего сала. Это неплохо, не поймите меня неправильно. То есть есть люди, которые прям это обожают, им нравится вот этот вот вкус в хамоне. Но я, конечно, если честно, не сильно фанат вот этого вкуса, поэтому для меня это на троечку. То есть, ну, здесь, опять же, потрясающие свежие ингредиенты, свежая булка, свежая зелень, свежее все. Но вот конкретно вот эта вот колбаска внутри, она, скажем так, немножко подкачала. На закусочку мы возьмем с вами немножко моцарелки с соусом песто. Как может не нравиться моцарелла и песто? Может не нравится моцарелла, песто и помидоры, но моцарелла с пестой просто великолепно. Отлично. Потрясающая моцарелла, потрясающий песто. В целом очень вкусно. Но про цены мы поговорим в конце, потому что 12 евро, ну это тяжело. Следующая позиция, я не помню, упоминал я или нет, в меню у них чисто панини, и занимаются они только панини. Следующая позиция, которую мы с вами посмотрим, называется Classic Milano. Это вот такие вот коробочка, в которой в качестве сайд-диша идут у нас сырные палочки. Да, это же сырные палочки. Да, это сырные палочки с соусом айоли. Чиабатта у нас выглядит вот так вот. Данная позиция должна весить у нас 450 грамм. Я взвешиваю все это вместе уже с коробкой. Я не буду взвешивать сэндвичи. Сэндвичи плюс-минус все у них по граммовкам получается в районе 370-400 грамм. Здесь мы получаем с вами 490 грамм за все вместе с коробкой. Ну, то есть 450 грамм здесь точно будет. Вот этого всего в куче. Возьмем вот эту вот половинку сэндвича. Здесь у нас заявлена опять же вот эта вот колбаска Милан, которую я только что говорил. Здесь уже идут у нас томаты, которые я сейчас отсюда устраню. Да, потому что все смазано оливковым маселком. Такой аромат, смесь вкусного оливкового масла и песто в запахе просто дают невероятное сочетание.
просто хочется вот это все так взять и сразу ам-ам-ам-ам-ам. Потому что, ну, запах, я вам говорю, то, как это пахнет, не сравнится ни с тем, как это выглядит. Потому что, ну, запах это тоже огромная часть того, что влияет на аппетит, скажем так. Так, ну, конечно, здесь внутри уже томат промазан песто. Да, простите за вот это вот зрелище, которое вы сейчас наблюдаете, но я не смогу это съесть иначе. Вот, я сейчас устраню отсюда томаты. Да, это кощунство, я знаю. Да и опять мы 15-минутный ролик растягиваем на полчаса. Но, в принципе. Вот так вот это все дело у нас выглядит внутри. Все прекрасно промазано пестой. Сверху и снизу. Опять же, огромное количество рукколы. Шпиначек. Вкусно. По крайней мере, чисто салат с соусом, который я уже здесь попробовал, ощущается великолепно. А теперь попробуем все это целиком. В принципе, данный панини обладает для меня теми же недостатками, что и прошлый. Тут чисто уже это вкусовщина относительно колбаски, но здесь за счет того, что здесь используется больше песто, то песто маскирует вот этот вот вкус этой вот свиной колбасы, и он немножко не так ярко выраженный получается. В остальном, ну, это сэндвич. Ну, вкусно, но как-то вот касательно, если сравнивать первую позицию и вот эту позицию, разница лишь в том, что здесь, ну, в принципе, здесь, да, хорошо, здесь используется помидор, который я не съел. Возможно, он бы придал этому блюду какого-то другого ощущения. Но если мы уберем из этого уравнения помидор, то это будет плюс-минус тот же самый первый сэндвич, только вместо ветчины с фисташками мы с вами получаем свинскую ветчину, свинскую колбасу. Да. Вот. По поводу сырных палочек, сырные палочки уже холодные, они не горячие. Соус такой чесночно-лимонненький майонез. В принципе, сырные палочки за сырные палочки. Если бы они были горячие, да. Но так просто чисто закинуться к сэндвичу, возможно. Но само по себе, конечно, холодные сырные палочки лучше. Дайте мне еще вот этих вот оливок. Кстати, в следующей позиции они у нас есть. Самая дорогая позиция, которая у них есть, это сэндвич, который называется Trio di Parma. Можно сказать, сэндвич 3 ветчины. В качестве сайд-диша к нему идет козий сыр и виноград, написано у них. Но что мы получаем? Мы получаем вот такой вот один кусочек сыра. Ну, это, конечно, уже, ну, извините меня, насколько бы вы вкусно не готовили, но могли бы положить хотя бы 2 кусочка вот таких вот сыра. Ну, типа, за 13 евро практически. Это позор немножко вот столько класть. Все это вместе весит у нас 518 грамм при заявленных 500. То есть здесь, скорее всего, у нас с вами недовес. Потому что, ну, сама по себе коробочка явно весит больше 18 грамм. По поводу самого сэндвича. Это вот прям выглядит так, как будто я сейчас наемся и мне будет много. Это выглядит, во-первых, вот так вот, если мы со стороны на это все с вами посмотрим, это выглядит вот так вот набито колбасой, набито ветчиной. Сверху просто это все затерто оливковой пастой. Знаете, вот это вот есть оливковые пасты, которые продаются. Это перемолотые, так скажем, оливки. Это, короче, по консистенции это примерно как песто, но который состоит из оливок. И без базилика, и без оливкового масла. Конечно, сравнение я просто мастерски привел. Но я просто говорю по консистенции. Так, мы убираем с вами отсюда вот томат, потому что томат, как известно, никто не употребляет из адекватных людей в пищу. Вот. Ставь лайк, если ты тоже не любишь томаты. Да, я знаю, я занимаюсь кощунством. Сейчас я разворошил этот сэндвич просто в хлам. Но я должен избавиться от вот этого вот еще кусочка томата. И
да, вы это все сейчас смотрите и думаете, вот этот чувак, наверное, просто кукуха свистит. Здесь у нас используется такой приятный вот этот вот соус, который был к сырным палочкам, он сейчас здесь уже находится в составе самого сэндвича. На вкус прям хорошо, чесночненько. Вот так вот это у нас все добро выглядит в развернутом виде. Да, тут, конечно, прям, чтобы показать, что внутри, надо его разбирать на наносоставляющие. Мы не будем заниматься этим, а попробуем лучше это все на вкус. Опять же, здесь ощутимо суховато, но я не буду говорить про сухость, потому что я выкинул отсюда помидоры. Помидоры обычно должны решить эту проблему. Здесь большое количество зелени, это прям большое количество вот этой вот оливковой пасты. И единственный недостаток, который здесь есть, наверное, это вот колбаса. Вот эта колбаса, но чем-то похожа отдаленно на чоризо. В принципе, это что-то типа чоризо есть, но это не чоризо. Как это? Чоризо — это испанская колбаса, а итальянская... забыл. Короче, в общем, это итальянский аналог чоризо. Она едва спайсенькая, но у нее такой вот этот мощный чоризовый вкус. Если вы понимаете, о чем я говорю. Если вы хоть раз ели чоризо, вы знаете, какой у чоризо вкус. И вместе с сочетанием сильного вкуса оливковой пасты, это два доминирующих вкуса в этом сэндвиче. Причем, что вот вторая ветчинка, которая здесь есть, она тоже такая прям нежненькая, вкусная. Подбор ветчины у них в сэндвиче просто великолепный. И здесь есть вот эти вот кусочки еще колбаски, которая типа как хамон. Наско. Тоже он само по себе нежно. Но вот эта вот чоризовая колбаса, она перебивает все остальные вкусы. То есть она слишком агрессивная для этого сэндвича. Но вкусно ли это? Это великолепно. Доем ли я это? Я это просто с удовольствием доем. Это даже не обсуждается. В отличие от предыдущих двух, где мне были проблемки с колбаской, мне, скажем так, не сильно мне понравилось. Здесь просто идеальное сочетание ингредиентов для меня. Другое дело. 12,78 евро. Практически 13 евро за вот этот сэндвич. Это цены какого-нибудь, как будто я сейчас в Риме в аэропорту, и мне скоро вылетать, и мне нужно решить, что мне перекусить. Я прихожу, смотрю, а там лежат на витрине чиабатты, и вот, в принципе, цены там будут плюс-минус такие же. Да, конечно, там будет не настолько вкусно. Кстати, козий сырочек. Он приятный, нежный. Ну, один кусочек козьего сыра за 13 евро, ну, серьезно. Можно было бы и больше. Поэтому закусим мы его виноградиком со шпашечкой. Оп. Но. По вкусу, конечно, к ребятам претензий вообще никаких. Великолепно. Все свежее, все прекрасно сочетаемо. Ну как же это дорого, Да, у меня уже к концу видео на столе собрался бардак из салфеток. Я почти допил пепси, хотя, в принципе, у меня еще есть в запасах. И последняя позиция, которую мы с вами посмотрим, это пиканте Палермо. Единственный сэндвич, который у нас подписан, 12 евро за 470 грамм. Здесь, опять же, вот эти вот божественные оливочки с анчоусами, которые мы видели с вами в самом первом сэндвиче. Панини. Сэндвич, панини. Ну, в принципе, панини называть сэндвичем, я считаю, приемлемо. Это плюс-минус одно и то же. Сейчас где-то итальянская мафия за мной уже выехала, конечно, я знаю. Вот, но не особо расстраивайтесь за то, что я обидел ваши сэндвичи, точнее, ваши панини. В общем, пиканте Палермо. Пиканте Палермо — это у нас вот такая вот, как обычно, чиабатка, внутри которой нас ждет, что там у нас, ветчина. Здесь должны быть, разница лишь в том, что здесь вместо помидора используется халапенько и есть свежий лучок. Да, я сейчас буду есть свежий лучок. Вот. В качестве сайда у нас идут вот эти вот божественные оливочки. Пахнет, как же не пахнут, как же...
Вот это все пахнет, блин, вот это сочетание, да, не, ну слушайте, вот то, как это пахнет, это прям по запаху стоит каждой копейки. Я не знаю, 12 евро, да, я сейчас скажу про цены, ну, 12 евро это капец как дорого для этого бутерброда, капец как дорого. Просто, ну, но когда вы это получаете, когда вот я сейчас сижу, держу это в руках, чувствую, как это пахнет, чувствую вот эту вот мягкую промасленную оливковым маслом чиабатку. Так, короче. Изначально я был крайне скептически настроен к этому месту, это правда. Потому что я смотрел на эти цены, смотрел на эти сэндвичи и думал, что типа, ну, за что я заплачу эти деньги? Как бы вопрос до сих пор остается открытым. За что я плачу эти деньги? Типа, да, 12 евро, но елки-палки, насколько это просто вкусно. Это, наверное, вот это вот сэндвич, это просто вкуснейший из всех, которые я ел сегодня. Здесь вот эта вот колбаска типа чоризо просто идеально вписывается в сочетании со свежим красным хрустящим луком. Идеально вписывается вместе с вот этим вот сбалансированным количеством халапеньо. Здесь его просто вот, ну, вот в меру, сколько надо. Потрясающий. Здесь написано, что здесь используется барбекю соус. Возможно, он и используется здесь. Его, ну, практически не чувствуется. А если он и есть, то он хорошо сбалансированный. Не такой, который, знаете, жидким дымом перебивает все ощущение того, вот этой своей копченостью. Вот это вот сочетание вот этой вот промасленной булочки с вот этой вот колбаской, с остротой, с лучком, зеленушка, а потом вы в конце берете и так вот, оливка с анчоусом внутри. Просто, я не знаю, нет, это великолепно. Я, конечно, еще не пробовал огурчики, мы говорили с вами про огурчики, что они есть, но я его еще не пробовал. На самом деле, прекрасный показатель того, что насколько это вкусно. Это уже 5-й сэндвич, который я ем. И вот этот вот сэндвич я готов хоть сейчас прям, вот я буду прям умирать, запихивать его внутрь себя, но я готов его просто доесть, потому что настолько он вкусный. Мягкий такой кисло-сладенький огурчик. Самый выдающийся. На любителя, но он не агрессивный, он приятный. Возможно, я люблю больше, когда они хрустящие, но это в целом мягкий. Да какой огурчик? Кому надо тут огурчик? Господи, когда есть вот такое вот сочетание вот этих вот вкусов и эти оливки, за эти оливки можно душу продать, я это честно говорю. Особенно в сочетании с вот этим вот сэндвичем. Ну, 12,2 евро. 12 евро. Да. Переходим к выводам. А выводы у нас с вами, конечно, утешительные. То есть это очень и очень вкусное место. Но это дорого. Ну это прям, ну, по 12 евро за вот эти сэндвичи, блин. Да, здесь свежие. Понимаете, здесь дилемма такая, что здесь используются свежие и дорогие ингредиенты. То есть как бы понятное дело, что там вот эти вот итальянские мортаделлы, колбасы и тому подобное, они не могут они стоить особо дешево. Ну, если они вкусные. Понятное дело, что есть вот эти вот всякие билловские, лидловские и тому подобное, которые там типа в акции стоят за упаковку по 3 рубля, ну, типа их можно накупить, но вы не получите вот этого вот вкуса, именно вкусной ветчины. Здесь прям используется вкусная ветчина. Но с другой стороны, конечно, ну дорого. Дорого. Я не знаю. По поводу цен смотрите сами. Но вкусно ли это? Да. Это великолепно, это вкусно, это потрясающе. Просто вот слово, которое есть, это просто потрясающе. Самые вкусные ли это чиабатты, которые я ел в своей жизни, я не знаю. Я не знаю. Вот теперь у меня есть сомнения. Потому что вот эта вот последняя пикантная, она просто, наверное, это одна из вкуснейших, которые... Вот это вот точно одна из вкуснейших, которые я ел в своей жизни. Поэтому все. Это был обзор на заведение, которое называется Panini Italian Gourmet. С вами были, как всегда, замечательные Дина, Эля, Ева. И наша замечательная Анна за кадром, которая попивает чаечек. И я, любитель панини. Поэтому заказывайте из вкусных мест, заказывайте панини. И до скорых встреч. Пока-пока.